Приветствую вас на канале Пишу Вам. Сегодня мы продолжаем размышлять о том, как Господь водительствовал Авраама и как Авраам пытался понять руку Господню и следовать за ней. Итак, Господь знал все переживания Авраама и Сары, и Он поставил точку, чтобы снять все неясности, все неопределенности, чтобы не оказалось никаких больше ответвлений от того, что запланировала рука Господня. Именно Сара родит тебе, завет мой поставлю с Исааком. Да, Господь благословит Измаила, но сделает это просто ради Авраама. Обетования же Божьи не будут исполненными до тех пор, пока не родится Исаак, потому что именно с ним будет продолжен завет, заключенный с Авраамом. С кем-то должен Господь продолжить завет после того, как Авраам умрет, и именно Исаак выбран для этой цели, он является исполнением обетования, а не Измаил. Все, точка, все встало на свои места, но нужно опять ждать. Уроки даны. Господь знает сердца, и нет ничего невозможного для Господа. Но как мы усваиваем уроки? Сперва это приходит для нас как просто некая новая информация, которая порой удивляет, ломает наше какое-то шаблонное восприятие или некий миф. И так у нас формируется новое мировоззрение. Затем мы начинаем предпринимать какие-то попытки к тому, чтобы начать воплощать данное мировоззрение в свою жизнь. Эти попытки идут то успешные, то неуспешные, такие своеобразные качели. И только постепенно, с каждым успешным и неуспешным опытом, мы с вами приходим к тому, что некое новое мировоззрение воплощается в нашей жизни. Господь это знает, и мы не видим, чтобы Господь где-либо ругал или наказывал Авраама или Сару за их вот эти всевозможные ошибки. Бытие 20 глава с 1 стиха. Авраам поднялся к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей: она сестра моя. И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа. Почему же Авраам вдруг принял такое решение? Ведь он уже помнил, как Господь вмешивался, как Господь защищал, какое Господь давал обетование: не бойся, Авраам, я твой щит. Зачем же вдруг Авраам совершил такой поступок? Причины этого мы вроде бы читаем в его ответе Авимелеху, Бытие 20:13. Когда Бог велел мне покинуть дом отца моего и отправиться в странствие, я сказал ей: если желаешь мне добра, то куда бы мы ни пришли, говори всем, что я твой брат. То есть это некий принцип, когда-то в свое время выработанный Авраамом и принятый Авраамом и Сарой, и которого они придерживались, так сказать, автоматически и по жизни в подобных ситуациях. Это понять можно, и данный ответ понятен Авимелеху, потому что Авимелех не научен руке Божьей, да ему это, собственно говоря, и не надо. Он не видит, как этот принцип, который Авраам ему озвучивает, противопоставлен руке Божьей. Но мы-то с вами знаем, и нам поступок Авраама непонятен. Нам кажется, что в данном поступке нет никакой необходимости. Однако давайте опять встанем на место Авраама и опять попробуем поразмышлять над рукой Господней. Прежде всего на ум приходит опыт Авраама в Египте, когда Господь защитил Сару, защитил их семью, и откуда они вышли с большим имуществом. Видел ли Авраам какое-либо негодование Божье по поводу принятого Авраамом решения? Нет. Более того, все, что видел Авраам по результату этой египетской истории, это только благословение. Благословение в виде защиты и благословение в виде того, что они вышли оттуда с большим имуществом. Ну а раз так все хорошо, и раз так Господь благословлял, что мешает в подобной же ситуации принять опять такое же решение? И обратите внимание, данный подход Авраама себя оправдал. Бытие 20 глава с 14 стиха. «И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму.
И Саре сказал: «Вот я даю брату твоему 1000 сиклей серебра». Надеялся ли Авраам на Божью защиту? А мы с вами на его месте надеялись бы на Божью защиту? Да. И он также, потому что он такой же обычный человек, как и мы с вами. Но у каждого из нас есть определенное представление о Господе, о том, как может и как не может действовать рука Божья. И исходя именно из этого представления, которым каждый из нас обладает, мы будем проявлять свое доверие или недоверие Господу. Вот когда мы встаем на место Авраама, мы видим, что приняв опять такое же решение, как и в Египте, он при этом вполне положился на защиту руки Божьей, что она опять также их защитит, как это было в свое время в Египте. И действительно, рука Господня их защитила. Так действует человек, имеющий определенное представление о руке Господней. Другой пример более близкий к нам. Берем какого-нибудь ученика школы или студента, и вот мы, допустим, знаем, что этот ученик или студент очень плохо учился, к экзамену не готовился, но при этом уповает на Господа и надеется получить максимально хорошую оценку. Ну, мы, как родители, с вами догадываемся, чем закончится эта история. Но догадываемся мы об этом еще и потому, что у нас с вами есть определенное понимание, определенное представление о том, как будет действовать рука Божья и как она не будет действовать. Опять же, возможно, другая история, когда некий ученик или студент трудился, хорошо готовился, уповал на Господа и получил оценку выше, чем он рассчитывал. Это совсем другая история, и мы с вами прекрасно это понимаем и прекрасно чувствуем разницу. И так во всех жизненных ситуациях. Мы действуем, мы верим, мы надеемся, исходя именно из того мировоззрения о Боге, о Его водительствующей руке, которая у нас есть. И только так. И если мы в чем-то неправы, в чем-то ошибаемся, то прежде всего мы нуждаемся в том, чтобы исправить наше мировоззрение. Только потом, после исправления мировоззрения, придут новые поступки и новые принятые решения. Итак, Авраам и Сара приближаются к новой земле, но, разумеется, они не приближаются к этой земле равнодушно, потому что знают правила этой земли, и Авраам опять опасается за свою жизнь. Опасаясь, разумеется, он не может не прокручивать руку Господню, которая уже до этого так или иначе проявляла себя, в том числе и в аналогичной ситуации в Египте. Какие еще уроки, помимо того, что Авраам мог вспомнить, как рука Божья его защищала и Сару, какие еще уроки из прошлых историй, из прошлых проявлений руки Божьей мог извлечь Авраам? Когда Сару забрали в Египте во дворец фараона, рука Божья не действовала мгновенно. Мы читаем о том, что сперва ее забрали, затем Аврааму был выдан большой объем имущества всевозможного, целое состояние. Затем Священное Писание фиксирует, что Аврааму было хорошо ради нее. И только потом открывается, что Господь наслал тяжелую болезнь на весь дом фараона. Плюс мы понимаем, что нужно еще время на то, чтобы в доме фараона осознали, что что-то происходит, и, соответственно, начали пытаться найти ответ. Иначе говоря, египетская история показывает нам, что руке Господней нужно время. Да, рука Господня все может, нет ничего невозможного для Бога, но Богу нужно время. А сколько времени нужно Богу, чтобы родился Исаак? Десятилетия. А когда земля обетованная перейдет во владение Аврааму и его дому? Спустя 400 лет нахождения в рабстве его потомков. Господу нужно время. А может ли рука Божья действовать мгновенно? Это большой вопрос. Ведь если Авраам скажет, что Сара его сестра, у Господа будет время, точно так же, как оно было в Египте.
И при таком сценарии рука Божья успеет подействовать и защитит их. А если Авраам скажет, что Сара его жена, сможет ли Господь мгновенно защитить их? Что, если Авраама убьют на месте, у Господа уже не будет времени? А мы с вами находимся в такой определенной тепличной ситуации, потому что сегодня нам, зная всю историю и, так сказать, сидя на диване, легко рассудить о том, что Авраам заблуждался, что он ошибся в данном принятии решений, проявил недоверие Богу, затем дочитать данную историю до конца и сказать: ну вот, мы же были правы. И как бы получается, что когда мы читаем эту историю, мы с вами исходим из того, что Авраам как будто бы полностью игнорировал руку Божью, не взирал на нее и не размышлял над ней. Вот данное представление о таком взгляде Авраама на руку Божью, по сути, о его необращении вообще внимания на нее, оно на самом деле очень сильно обезоруживает нас с вами. По одной простой причине. Мы, сделав вывод, что Авраам игнорировал руку Божью, впоследствии оказываемся в каких-то уже своих жизненных ситуациях, в которых мы пытаемся так или иначе принять правильное решение, угодное пред Господом, как-то осознать Его волю и повернуть налево или направо. И мы с вами начинаем совершать ошибки, подобные Аврааму. А все потому, что не обратили внимания на то, что и Авраам мог принимать свои решения и ошибаться, именно взирая на руку Божью. Бытие 20 глава 13 стих. «Когда Бог велел мне покинуть дом отца моего и отправиться в странствие, я сказал ей: если желаешь мне добра, то куда бы мы ни пришли, говори всем, что я твой брат». Мы видим, что у Авраама даже в мыслях нет отказываться от этого принципа, и он даже близко не видит, чтобы этот принцип как-либо противоречил руке Господней. И при этом нужно понимать, что Авраам, который в данный момент самым буквальным образом рискует своей жизнью, никогда в своей жизни не видел мгновенного действия руки Божьей. Вот достанут нож или меч, ударят его, и все. А Исаак еще не зачат. И вот Авраам опять называет Сару своей сестрой. И действительно, Авраам оказывается прав, рука Господня опять действует так, что ей, оказывается, нужно время. «Заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову». Сколько времени нужно, чтобы определить, что в доме Авимелеха заключено всякое чрево? Как вы понимаете, не один день. И порой и не один месяц. Господу нужно время. Это впоследствии Господь покажет Аврааму, что рука Господня сильна не только на то, чтобы благословлять, не только на то, чтобы оберегать и защищать, но и на то, чтобы действовать мгновенно, когда будет остановлен занесенный над Исааком нож. Что Бог действительно всесилен и всемогущ всегда и в любое время и в любое мгновение. Но до этого этот же самый Авраам будет готовиться принести в жертву своего сына Исаака именно с этим самым мировоззрением, при котором он никогда не видел мгновенного действия руки Божьей. А это значит, что он не мог в своем сердце даже близко надеяться, что, может быть, Господь как-либо остановит его руку, когда он возьмет в руки нож, чтобы принести в жертву своего сына Исаака. Аврааму с данным мировоззрением пришлось самым искренним образом согласиться с принесением в жертву своего сына. Не понарошку, не в надежде на последнее мгновение, а именно так, что Исаак умрет. Итак, возвращаясь в историю Сары и Авимелеха, мы опять с вами обнаруживаем подобную ситуацию, при которой человек, двигаясь определенным внутренним мотивом, в данном случае страхом за свою жизнь, находит понимание и обоснование правильности своего решения на основе руки Господней.
как будто бы это согласуется с волей Божьей, как будто бы это является послушанием водительствующей руке и доверием ей. Потому в Священном Писании мы с вами многократно можем читать одно и то же повеление: не обманывайтесь. И говоря сегодняшним языком, не лгите сами себе, не врите сами себе. Разумеется, этот узел самообмана опять легко развязывается. И опять же он развязывается самым простым доверием Господу. Если убьют, а Исаак еще не зачат, то не исполнится обетование Господне. Значит, убить не должны. Ситуация решается просто. И более того, ситуация должна решиться еще и в определенном смысле в кратчайшие сроки, так как Саре еще нужно успеть выносить долгожданного ребенка. И как же на самом деле действовала рука Божья в данной ситуации? Вот Исаак должен родиться в обещанное время через год, то есть идет обратный отсчет, и у Бога не так много времени на то, чтобы действовать. А Исаак все еще не зачат. Это уже впоследствии, после этой истории мы с вами прочитаем. «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог». Но на данный момент этого все еще нету. Итак, рука Господня начинает действовать, но обратите внимание, как она действует. Вдруг по какой-то причине рука Божья действует совершенно не так, как она действовала в Египте в отношении дома фараона. В тот раз Господь наслал на них тяжелую болезнь, в этот же раз не так. К чему вдруг такое разнообразие? Почему бы руке Божьей просто не повторить тот же самый, так сказать, эффект? И, скорее всего, Авраам и Сара ожидали именно что-то подобного, и всем было бы все понятно, что происходит, я имею в виду Авраама и Сару прежде всего. Но вдруг все пошло не так. Авраам и Сара ждут, что Господь наведет тяжелую болезнь на дом Авимелеха, а этого не происходит. Вместо этого мы читаем следующее. «Заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову». Да, Авраам был неправ, когда принял такое решение. Ситуация очень плохая, и назвать ее комфортной ни для Авраама, ни для Сары нельзя. И при этом в их головах все время крутится обетование Господне об Исааке, который должен через год родиться. Таковы были планы Божьи, эти планы Божьи были объявлены, и вдруг Авимелех встал на пути Божьем. Он встал на том пути, при котором должен был бы быть зачат Исаак и в назначенное Богом времени родиться. Если так можно сказать, из-за Авимелеха чрево Сары все еще является как будто бы заключенным, а потому и в доме Авимелеха у всякой женщины также было заключено чрево. Поначалу это, конечно, никто не обнаружил, но постепенно, в течение какого-то времени, пошли соответствующие разговоры, все стали удивляться, что происходит, и, в общем-то, стали искать, нет ли в этом какой-то особенной руки, так сказать, богов и так далее. Разумеется, когда это все движение, так сказать, пошло во дворце Авимелеха, мы с вами понимаем, что Авраам и Сара не могли не обратить внимания на то, каким образом рука Божья стала действовать, и в этом, конечно же, для них была надежда, но пришедшая совсем по-другому, не так, как они ожидали от руки Господней. «И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха и жену его, и рабынь его, и они стали рождать, ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову». Когда Авимелех узнал причину всего происходящего, он мгновенно отошел с пути Божьего, вернув Сару, и таким образом вернув возможность Аврааму и Саре зачать обетованного Исаака. И с этого же момента, по молитве Авраама, в доме Авимелеха также появилась возможность рождать детей. Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория,
и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. Так Господь дал повеление и назначил место, где должно быть его повеление исполнено. 3 дня пути, возможность 3 дней тайных одиночных размышлений о руке Божьей. Как это будет? Сможет ли Господь воскресить Исаака? Когда и как это произойдет? Сразу же? Или, может быть, это произойдет спустя 10 лет? Может быть, после смерти Авраама и Сары? Когда и как это будет? Как Аврааму совершить это и как ему пережить это? Как ему сказать Саре об этом? Как ему спуститься с горы и сказать об этом тем, кто сопровождал их? Все это чувства, эмоции, вопросы, на которых нет ответов. На чаше весов было лишь обетование Божье. Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и наречешь имя ему Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомство его после него. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара. Завет с Исааком еще не заключен, пока жив Авраам, и потомков у Исаака еще нет. Значит, каким-то образом после принесения в жертву Исаак окажется живой. Может быть, не сразу, может быть, через какое-то время, но как-то это должно быть, чтобы Слово Господне исполнилось. Вы думаете, Аврааму не хотелось сказать самому себе, что Господь просто имел в виду принести своего сына в жертву, так сказать, духовно, аллегорически, мол, посвятить своего сына Богу? Я думаю, Авраам все бы отдал за то, чтобы так вывернуться. Да и на гору идти в таком случае не обязательно. Достаточно и на ней оказаться, так сказать, мысленно, духовно, в молитве и таким образом посвятить своего сына Богу. И вот как славно. Точно так же, как мы с вами, будучи родителями, спрашиваем своих детей, сделали ли они уроки, мы никак не готовы принять от них ответ, что уроки сделаны, так сказать, духовно, аллегорически. Мы ожидаем от них буквального послушания и реально сделанных уроков. Авраам попал в ситуацию, в которой ему как воздух нужна рука Божья, и рука Божья действующая мгновенно, потому что после принесения в жертву Исаака ему с горы пути нет. Может быть, как-то, каким-то неведомым, невероятным образом Исаак после принесения в жертву рукой Божью снова окажется живым. «И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но в тот же миг». Рука Авраама с ножом – это не нечто медленно поднимаемое, с попыткой как можно дальше оттянуть от себя принимаемое решение и уже там, потом, в ключевой точке, либо принять его, либо отказаться. Здесь Священное Писание описывает нам руку Авраама с ножом как уже принятое решение, как точка невозвращения. «Теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». На что пришлось уповать Аврааму в этой ситуации? Между чем и чем он выбирал? С одной стороны, обстоятельства кричали ему о том, что сейчас рухнут все обетования Господни, перечеркнется десятилетнее водительство руки Божьей. С другой же стороны, было слово Господне о том, что Он заключит с Исааком завет и с потомками его после него. Итак, на одной чаше весов обстоятельства, перечеркивающие всю руку Божью, водительствующую до этого, и все его обетования, а на другой чаше весов – Слово Господа. Аврааму и нам через него дано множество уроков о руке Господней, что рука Божья сильна защищать, исцелять, что рука Божья может вдохнуть жизнь, может наставить, может благословить. Рука Божья всемогуща и сильна действовать мгновенно. Все это крайне важное знание о Боге, но основная ценность Авраама в том пути,
который через него указал всем нам Господь. А что же это за путь? Какую дорожку протоптал Авраам нам, верующим в Господа, чтобы и мы могли идти по ней? Авраам жил таким образом жизни, при котором он выполнял не свою волю, но волю Божью. Он постоянно следовал согласно воле Божьей. Он жил этим. У него где-то были ошибки, где-то опускались руки, где-то терялась надежда, где-то приходилось преодолевать какие-то трудности. Но он доверился Господу и послушался Его, то есть Божьей конкретной воли в отношении лично себя Авраама. Он перешел на такой образ жизни, при котором основное направление, ключевые точки своего пути определяешь не сам, но Господь. Поверил Авраам Господу.